$4,91, $4, в принципе, для Монтаны это, наверное, дорого, но по сравнению с Калифорнией это очень дешево. Так, я уже в Вайоминге, и этот штат меня встретил с жутким ветром. Это когда порывы ветра перекидывают тебя из одной линии в соседнюю, это, конечно, прям очень страшно. Поэтому сильно устаешь, едешь весь напряженный. Деревушек, конечно, нет по пути, но вот сейчас интересненькую какую-то увидела. Домиков очень мало, но все атмосферные, такие деревянные. Была открыта одна кафешка, я зашла покушать, заказала, сейчас жду, и потом еду уже на гору, которую хотела увидеть. Покажу ее вам обязательно. Тут вот номера. Вайоминг — это гора, на которую я поеду. И, в принципе, вот такая вот обстановочка. Много голов животных, нижнее белье, оружие. Очень атмосферно, мне кажется, как раз-таки типично американски выглядит. Так, я добралась до места, которое я хотела давно посмотреть. Это место называется Гора Дьявола, и высота ее всего лишь 400 метров. Несмотря на это, впервые залезть на верхушку получилось в 1938 году профессионального альпиниста. И после этого наверх забрался отчаянный парашютист, не забрался, а слетел, который не смог спуститься уже с горы. Поэтому из-за высоких порывов ветра вертолет не мог приземлиться. Ему скидывали еду, скидывали медикаменты, и он находился там несколько дней, пока с помощью люльки его оттуда не спустили. И спустили его в шоковом состоянии, конечно, потому что, оказывается, на вершине вот этой вот горы живет невероятное количество крыс, которые отбирали у него еду и пытались его съесть тоже. И видно несколько альпинистов. Я бы хотела тоже там полазить. И здесь потрясающий оверлок. Кстати, это место раньше было морем. Самый младший, кто сюда поднялся, мальчик, 6-летняя девочка, 7-летняя, а самый старший 90 лет мужчине, понимаете? И вот фотография тоже молодого человека без ноги. Это, конечно, мощно очень. Я уже нахожусь в Южной Дакоте, в городе, который является просто меккой для всех мотоциклистов, потому что здесь каждое лето проходит недельное крупнейшее шоу, куда слетаются со всего мира мотоциклисты. И, в принципе, этот город, мне кажется, очень удобен для мотоциклистов. Тут все для этого сделано, чтобы человек себя хорошо, комфортно чувствовал. Элементарно я заселилась в отеле. Неожиданно для себя заметила утром, что рядом с BMW. И вот это паркинг для мотиков. То есть вот мой мотоцикл стоит прямо около входа в отель. Мне кажется, это сверхудобно. Ну и в принципе сейчас покажу отель. Тоже связан весь с мототемой. Интересненько украшен. Даже около реструма висит мотик. Очень интересно. Кстати, насчет погоды. Сейчас уже 6 градусов тепла.
но мне везет, меня, по-моему, в каждом штате, в каждом городе предупреждают о том, что надвигается снежный циклон, пугают меня, говорят, ты хоть знаешь, куда едешь, но мне везет, у меня ровно день тепла, я успеваю посмотреть город и еду дальше, то есть сегодня здесь тепло, прогреется до плюс 16, а завтра снег, и у меня так в каждом городе. Когда я была в Монтане, тоже у меня было несколько дней теплых и обещанный снег, который в итоге был в горах, и вот я просто успеваю уезжать от циклона, но он идет за мной, поэтому, возможно, где-нибудь он меня и застанет, но я готова. Так, я нахожусь в музее, здесь представлено 140 моделей мотоциклов, и билет стоит сюда $8. А внизу на нижнем этаже даже можно посмотреть, как проходит ралли. На мотоциклы садиться нельзя, но фотографировать, снимать, фотографироваться рядом с мотоциклами можно. О, какой интересный вариант. Это Индиан 1938 года. Я очень люблю мотоциклы с коляской. Ух ты ж, красота. Я, кстати, сегодня поеду на вот это вот место. Тоже... О, что это? Смотрите. Здесь даже есть деревянные композиции. Ух ты ж, вот это, конечно, прям очень-очень мощно. Я думаю, здесь как раз представлены фотографии с шоу, которые здесь проходят. Итак, заходим мы куда? О, я думаю, здесь продолжение. Триумф! Вот это да! Вот такой вот я мотоцикл обожаю. Еще цвет хаки. Просто любовь. Идем дальше. Ну что ж, следующим летом я должна здесь оказаться. Я в музее, и здесь даже есть книга, где можно отметиться. Вот видите, я оставила в книге посещения свою фамилию. Город я, конечно, не из Москвы, но все, теперь я иду дальше гулять по городу. Сегодня солнечно, очень повезло с погодой, потому что завтра здесь выпадет снег. Город пустой на самом деле, потому что выходной, но я думаю, что-то интересное все равно найду, сниму. Здесь даунтаун довольно-таки маленький, но он, в принципе, весь под мототему оформлен. Большинство магазинчиков закрыто. Можно просто позаглядывать, чтобы понять, что там внутри. Инсталляция какая интересная. Harley Davidson, дальше BMW салон. Ну, в принципе, все. Мы весь город прошли. Какая тут интересная плитка. Суть в том, что любой человек может купить, написать, что ему захочется. Это делается вот в этом здании. И деньги, которые он оплатит за это, пойдут на город, обустройство города. То есть содержание города в порядке. Поэтому вот люди оставляют на память. В принципе, очень интересная идея. Какой здесь сувенирный магазинчик. Я даже не знаю, что это. То есть, мне кажется, у человека вот что нашлось, то он и продает. Всякие номера, подковы. Просто старье. Вот голова. Ну, возможно, кому-то понравится.
Так, было ограничение 75 миль в час. Я ехала около 83, меня остановили. Полицейский сказал, что я еду очень быстро и выписал мне предупреждение. Хорошо, что не штраф, потому что штраф мог бы быть от $300, как мне кажется. И в Америке такая система, что если ты набираешь 5 предупреждений, то тебя лишают 1 балла из прав. А на правах есть 3 балла. Если ты лишаешься 3 баллов всех, то тебя лишают прав. Вот, поэтому у меня только одно предупреждение. Вот, я, в принципе, аккуратный водитель. Я сейчас нахожусь в одной из самой важнейшей достопримечательностей для США. Это высеченные лики первых президентов Америки. И, знаете, я даже себе позволила взять мороженка, потому что тепло. Сейчас 14 градусов тепла. Я решила, что поем мороженое. Здесь видим флаги и дата присоединения определенного штата к Соединенным Штатам. То есть, допустим, Калифорния присоединилась в 1850 году и была 31-м штатом, который присоединился. Тут вот я нашла Аляску. Аляска была 59-м присоединенным штатом в 1959 году. Алабама 1819 и так далее. Чувак прямо из Аргентины путешествует. Круто. Да, он много проехал. Интересно, в Канаду собирается, нет? Класс. Очень много оленей на дороге, не знаю, будет видно на GoPro или нет, прям стая такая. На самом деле для меня это самое страшное, в принципе, в путешествиях, потому что олени очень часто выбегают на дорогу, иногда вчера ночью ехала, прям стаи стоят на дороге, и ты их уже видишь перед собой, резко по тормозам, они пугаются звука, убегают обратно, но некоторые выбегают прямо на тебя. Конечно, не хочется быть причиной чьей-то смерти и подвергать себя опасности. Но белки чокнутые, это вообще в порядке вещей, они везде, особенно в Калифорнии, прям постоянно под колеса прыгают, я уже привыкла. Но первый раз была истерика, когда я увидела, что у меня весь мотоцикл в крови. Так, ну а я уже выезжаю из Южной Дакоты, точнее из места, которое я посмотрела. Собираюсь ехать в Чикаго. Навигатор показывает, что мне ехать 15 часов и 950 миль. Так что доберусь я, наверное, туда за 2 дня. Вот.